Привет, вы на канале Need for Travel, и сегодня мы пригласили Жанну, которая уже около 3 лет живет на Шри-Ланке, организовывает туры по дайвингу и посещению мест, где можно увидеть очень много китов. И сегодня она нам расскажет о своем опыте жизни на Шри-Ланке, о дайвинге и вообще, что можно посетить в Тринкомале. Расскажи немножко о себе, как ты вообще попала на Шри-Ланку. Всем привет, меня зовут Жанна. Вообще, история моей жизни, как вообще я попала на Шри-Ланку, это прям отдельная тема, очень долгая. Случилось это 3 года назад, чуть даже больше. Я решила поехать в отпуск, но все было против меня. У меня заканчивался паспорт, я об этом не подумала, но уже купила билет, который нельзя было вернуть. Мне не давали визу, потому что паспорт уже заканчивался. Потом я не смогла переделать паспорт. В общем, много было всяких препятствий. Я уже думала, все, это, наверное, какой-то знак, чтобы я не ехала. Но через какое-то время все-таки получилось, мы приехали, и мы вообще не поехали в ту сторону юга, мы выбирали между Унаватуной и Тринкомали. Я ехала с подругой, и мы такие попутешествовали в середине острова, и получается, куда поедем, в Тринкомали или в Унаватуну? Я говорю, Тринкомали звучит прекраснее, потому что Унаватуна это как Акуна Матата. Вот, и мы приехали в Тринкомали. У меня была мечта увидеть кита, и Рам ее осуществил. И вот после этого мы, можно сказать, не расставались, и уже больше 3 лет мы вместе. И вот я живу на Шри-Ланке. Классно. А вообще, какая вероятность увидеть китов? Если это сезон, а сезон у нас где-то с середины февраля до середины мая, то, я бы сказала, 99%. Потому что все-таки это дикие животные, да. Если вы приезжаете в сезон, то вы его увидите. То есть мы сделаем все, чтобы вы его увидели. Можно и поплавать с ними, понырять. Можно. Класс. И сколько китов ты видела за раз максимально? Максимально видела, они огромные, да, это синие киты. Если говорить о них, они до 30 метров, то я видела 3. Часто можно встретить маму с китенком. Это вот очень часто можно их встретить. Не опасно? Синие киты нет, они не опасны. Нету такого, что мама будет защищать ребенка? Если вы не трогаете, вообще подводный мир, да, ничего нельзя трогать. И животные подводные, да, они не будут на тебя нападать первыми. Они будут нападать только в том случае, если они защищаются. Любые. Давай тогда больше о дайвинге, потому что вы в основном дайвингом занимаетесь. Как ты вообще решилась попробовать дайвинг? Когда это было впервые и какие у тебя были ощущения? Я вам рассказывала, да, историю. Мой первый дайвинг был в 2009 году, это было в Египте. И я была такой же, знаете, туристкой, как и многие вот сейчас приезжают на свой первый дайв. Мне тоже захотелось попробовать что-то такое новенькое. Но после этого я забросила дайвинг на 9 лет. На 9, до 2018 года. Потому что у меня был ужасный опыт. Прям вот я поняла, что дайвинг это совершенно не мое. Потом, приехав в Шри-Ланку, встретив Рама, он очень опытный дайв-инструктор, он помог мне побороть этот страх. То есть мой первый дайв, он был на 18 метров сразу, и он был, по-моему, 45 минут. И мне настолько это все понравилось, что я решила продолжить, продолжить свое обучение, и вот сейчас мы вместе, у нас дайв-центр, мы обучаем, мы проводим фан-дайвы, мы проводим ночные дайвы, кейв-дайв, глубокое погружение, то есть, много вообще всего. То есть ты можешь сказать, что дайвинг изменил твою жизнь? Изначально я не в дайвинг пришла, да, изначально я приехала в Шри-Ланку и потом уже занялась дайвингом. А сейчас я могу сказать, что, скорее всего, да, потому что за 3 года, которые я живу здесь, моя жизнь изменилась очень круто. Из офисного работника, который привык сидеть там в офисе за компьютером постоянно, каждый день, я сейчас себя чувствую настолько свободной и занимаюсь любимым делом. Я мечтала жить на острове, знаете, как в детстве у всех есть какая-то мечта, вот чтобы там были кокосы, бананы, океан, остров, вот. Я живу на острове, ем бананы, пью кокосы, купаюсь в океане с китами, с дельфинами,
в общем, жизнь прекрасна. Мечта сбылась. Мечта сбылась и наилучшим образом. Здорово. Ну а что вот важно людям, которые никогда не пробовали дайвинг, ничего практически о нем не знают, но хотят попробовать, что важно знать перед первым дайвингом? Что я скажу? Во-первых, я скажу, приезжайте и попробуйте, да, обязательно попробуйте дайвинг, если вы хотите, но там сомневаетесь, боитесь, еще что-то, да. Что важно? Когда вы приходите, первое, да, вот с человеком, с которым вы планируете делать погружение, да, это как я считаю. Есть у вас связь? Нет связи? Знаете, прошла химия, не прошла химия. Если ты понимаешь, что ты готов довериться этому человеку, смело идите. Если есть какие-то сомнения, даже вот такие вот малюсенькие, стоит подумать. Угу. А что вот в плане здоровья, при каких состояниях не стоит все-таки пробовать дайвинг? Есть определенный как бы список заболеваний, да, это сердечно-сосудистые заболевания. Также, если у вас насморк, вы не сможете продуться, это как бы временное, да, такое заболевание. Если, это девушек касается, если вы в положении, да, если были какие-то операции, если, кормящим матерям, вот такие общие. Но опять же, перед тем, как пойти на дайвинг, мы заполняем специальную форму, где просим очень честно рассказать, ответить да, нет на те вопросы, которые связаны со здоровьем. Потому что все-таки здоровье очень важно, да, важнее, чем ваше погружение. И если вы ответите неверно, то может быть какие-то неприятности, да, так скажем. Поэтому даже если мы берем человека на курс, там очень много бумаг нужно заполнить, и если у тебя что-то, какие-то проблемки небольшие, мы тебе выдаем бумагу, с которой ты идешь к доктору, проверяешься у доктора, и если доктор тебе разрешает, то тебе можно делать погружение. А на какую глубину обычно погружаются и новички, и те, кто уже с опытом? И на какой глубине ты считаешь, что лучше всего, красивее всего? Если это касается новичка, то обычно до 10 до 12 метров. В среднем у нас получается 6-8, в зависимости от того, как человек чувствует себя под водой. Если он уверен, да, то есть он хорошо плавает, мы это видим, то, соответственно, чуть поглубже. Если человек очень боится, не может плыть, еще что-то, да, то мы не на большой глубине тренируемся. Дальше, в зависимости от квалификации, если это просто open water, это начальная, когда вы прошли первое обучение начальное, то погружение до 18 метров. Не нужно свои границы раздвигать и пробовать глубже, да, лучше пройти обучение на advanced, и уже можно погружаться глубже, да. У нас есть разные дайв-сайты, мы здесь в Dutch Bay, у нас есть и 18 метров, и 30, и 34, и больше, да, и меньше. Допустим, есть очень красивый дайв-сайт Navy Island, он максимум 11 метров, в среднем метров 7-8. И на такой глубине находятся пещеры, сквозь которые можно проплыть. Есть такая, как правильно сказать, типа иглу, то есть куда можно заплыть, побыть немножечко и обратно выплыть. Туда же мы возим людей на ночной дайвинг. Там есть места, где черепахи спят. Каждый раз, когда мы приезжаем туда, черепаха спит на одном и том же месте. Огромная, большая черепаха. Это очень красиво. Можно найти много всяких нюди-бранчи. Это голожаберник по-русски. Вообще мне не нравится, как по-русски звучит. Обозначение рыб, какая-нибудь черноперая акула рифовая, еще что-то. Lionfish, это крылатка. Мне больше нравится английский вариант. Для уха звучит привлекательнее, так скажем. А есть ли какие-то ядовитые животные? То есть как их, плывут ли они на тебя, как с ними не столкнуться? Полно. Их очень много. Чаще всего бывает так, что чем красивее рыбка или что-то морское, да, тем ядовитее и опаснее. Вообще есть такое правило, что под водой ничего трогать нельзя. Нельзя трогать кораллы, нельзя трогать рыб, нельзя трогать всяких червячков, траву и так далее. Потому что есть как минимум две причины. Первая — это мы можем навредить морским жителям.
да, со своим любопытством. А второе, мы можем навредить себе, об кораллы мы можем поцарапаться, да, не зная, допустим, что это за рыбка, мы можем ее там, до нее дотронуться и получить какой-то ожог, а в некоторых случаях что-то и более серьезное. Поэтому всем это важно знать, что под водой мы только смотрим, мы не трогаем вообще ничего. Бывает, конечно, что там дотронулся до какого-то камня, ничего страшного. Лучше стараться держать баланс свой, чтобы никого и ничего не задевать. А нужно ли уметь плавать для того, чтобы погружаться с аквалангом? Да, нужно. Даже проходя курс, базовый Open Water, у нас есть такой скилл, как проплыть либо 200 метров, как обычно, да, проплыть, либо 300 метров со снорклом и ластами. Это прям то, что нужно пройти. Были ли какие-то необычные ситуации во время трехлетнего опыта в центре? Необычно, но первое, что мне пришло в голову, это интересное, это мы проводили свадьбу. Она, конечно, была неофициальная, это просто была церемония под водой для ребят из Франции, которые, во-первых, никогда дайвингом не занимались, во-вторых, они вообще даже не знали, что они утром проснутся и поедут на дайвинг. Это была очень интересная история, вообще классный очень опыт. А ты говорила, что вы проводите ночной дайвинг. Могут ли новички пойти на ночной дайвинг и вообще в чем его особенность? Да, мы проводим ночной дайвинг. На ночной дайвинг можно брать людей, у кого есть сертификат Advanced, да? Потому что на курсе они выбирают такие специализации, так скажем, и один из них можно выбрать — это ночной дайвинг. Что там можно увидеть? Вот часто, чтобы сравнить, мы берем ребят на один и тот же сайт днем и потом ночью. Абсолютно разные ощущения. Во-первых, рыбки другие. Те, которые днем спят, они ночью более активны. Во-вторых, кораллы цветут. Цветут, правильно сказала? Цветут. Они, значит, если у тебя в обычное дневное время они там какие-нибудь, такие темно-зеленые, да, то ночью они распускаются, мы же дайвинг с фонариками, мы светим на коралл, и он прям очень яркий, оранжевый, ярко-красный, ярко-зеленый, там какие-то синие цвета, то есть цвета абсолютно другие. Но есть такой, я бы не сказала, что это минус, но такое неудобство. Морские ежи, которые днем прячутся между камнями, где-то там вот так вот торчат. Ночью они все выходят на дно. На охоту. На охоту, да. И они прям вот так вот, как камушки со своими иглами, просто лежат. Вот. Были ли случаи, когда люди натыкались на морских ежей? Да. Были. Был случай один раз в этом году, в начале года, с нами дайвил опытный дайвер, мужчина. Но у него получилось это совершенно случайно. Он как-то, вот так вот рукой провел. Что-то он там, не знаю, что, в общем, как-то у него... Он неудачно провел рукой и задел морского ежа. И получается, что у него вот эти вот иголочки, они застряли. То есть просто так их не вытянешь. Нужно ехать в больницу, обрабатывать, все правильно делать. Вот. И вот ездили с ним. Больно, конечно, но... Бывает. А сколько стоит вообще попробовать дайвинг? В нашем дайв-центре это стоит $70. Если мы говорим о программе DSD, Discover Scuba Dive, это такое пробное, так скажем, погружение, да, туда входит теория, отработка базовых навыков, потом мы идем на небольшую глубину, сколько? Метра полтора, да? И все это отрабатываем под водой. Когда человек, гость наш, уже чувствует себя уверенно, то есть он умеет промывать маску, если она там запотела, если вода попала, он умеет доставать свой регулятор, находить, да, опять же, если вода в рот попала. То есть когда он отработает все эти навыки, когда он понимает, что, все, я смогу это сделать на глубине, тогда мы отправляемся на одно погружение. Далее, если вы сертифицированный дайвер, то это также стоит $70, но уже без обучения у вас будет 2 погружения. А в чем особенность вашего дайв-центра по сравнению с другими? И вообще, как человеку выбрать дайв-центр, если он не знает? Есть несколько ассоциаций дайверов, да? Мы относимся к ПАДе. Соответственно, у нас есть все необходимые действия, документы, которые,
которые необходимы для осуществления дайвинга и при этом быть членом ассоциации ФАДИ, да, это ежегодные там, членские взносы, да, какие-то, потом у тебя есть документ, лицензия с номером твоего дайв-центра, соответственно, его ты можешь на сайте проверить, вбить и посмотреть всю как бы историю дайв-центра. Потом инструкторы, дайв-мастера, у них тоже, у каждого есть свой номер. Вот. Проверяя, ну, допустим, если вы как-то сомневаетесь, либо хотите проверить дайв-инструктора, либо дайв-мастера, вы можете спокойно попросить номер, и также на сайте ФАДИ вы можете его проверить. Вся информация будет написана. То есть в нашем дайв-центре у нас не просто этот значок, да, взятый, распечатанный с интернета, наклеенный, да, у нас он как бы настоящий. Можно ли как-то проверить, что он настоящий? Только на сайт зайти, да, получается, и проверить? А как еще? Ну да, же потрогать. Ну да, голограммки там все. Нет, ну по номеру, да, соответственно, вы приходите, и вот номер дайв-центра, например, там, такой-то, такой-то. Вот наш 27241, S27241. Вы можете зайти на сайт, вбить и проверить. Были ли какие-то случаи, когда люди паниковали, очень сильно боялись? Как вообще решить эту проблему? Это, наверное, происходит... Короче, скажем так, это самая частая проблема, паника, да? Сейчас что я делаю? Когда люди только пришли в дайв-центр, и когда они заполняют бумаги, первый вопрос я задаю. Вы боитесь чего-нибудь? Вот просто скажите, чего вы боитесь. Кто-то говорит, я боюсь темноты. Я тут же как бы развеиваю, да, всех их сомнений, говорю, что мы же не ночью погружаемся, вот там светло. Или, например, я боюсь там замкнутого пространства. Но у тебя целый океан, ты вообще не в замкнутом пространстве. Да? Кто-то боится остаться без воздуха. Ну, может, какой-то негативный опыт в жизни был, совершенно не связанный с дайвингом, но с отсутствием, допустим, воздуха, когда ты задыхаешься. Да? Я вообще очень люблю это называть, знаете как, мы учим преодолевать страхи, потому что кто-то приходит, знаете, вроде как бы хочет, но боится сам не знаю чего. И у нас была история, у нас приехала пара, парень уже, у него было, наверное, 8 где-то погружений, ну такое, он прошел курс, и он вроде себя чувствовал уверенно, а его девушка, она первый раз была на дайвинге, и вот мы ей все это объясняем, а он рядом такой, да типа вот там вот так вот сделаешь, типа вот так надо промывать, вот так надо... А она сидит и слушает, и в какой-то момент мы смотрим на нее, а у нее слезы текут. Я говорю, подожди, ты точно хочешь? Или он тебя заставляет? Она такая, ну да. Потом мы пошли отрабатывать это все в воду. У нее получалось очень классно. Это, кстати, очень часто бывает, кто боится, у них получается лучше всех. Чем те, кто ходит там, типа, я все могу, у меня все классно, да, у них что-нибудь постоянно какая-нибудь та же паника происходит. И вот что, мы пошли на первый дайв, и у этой девушки очень надолго ей хватало воздуха, то есть она дышала правильно, она дышала нормально, она была довольна, она плавала, у нее, ну, вот этот буэнси, вообще все было отлично, и в тот день была классная видимость, она прям, ну, знаете, она плавает и кайфует. А у парня что-то он там кашлянул, у него вода попала, он там туда-сюда, в общем, в итоге, ну, все прошло классно, ребята остались довольны, но вот таких случаев паники кто-то боится вообще даже в воду прыгнуть, но при этом приходит на дайвинг. И они преодолевают, мы вместе с ними плаваем, дайвим, да, и они очень счастливые уходят. Кто-то говорит, спасибо, что я вот с вами, я там боялась или боялся, а теперь все вообще круто, и все мои страхи, они прошли. Я хочу еще. Класс. То есть почему мы боимся, да? У нас эти все страхи, потому что мы не знаем, что нас ждет, да? А как мы узнаем, если мы не попробуем? Вот моя история, я вам рассказывала про парашют, да? Я очень боялась, но я очень хотела. Я такая, я вроде очень хочу, очень боюсь, ну вот, типа, пойдем прыгнем, да. Прыгнула, и все мои страхи прошли, и я теперь тоже хочу еще. Также и с дайвингом, так, ну, совсем, что тебе интересно, что ты хочешь попробовать. Нужно пробовать, как говорят, мы живем один раз, ну, почему нет? Если вы сомневаетесь, стоит ли вам попробовать дайвинг, то нужно просто попробовать, а потом уже решить,
хотите ли вы этим заниматься или нет. Поэтому мы очень благодарны, что Жанна сегодня нам рассказала о дайвинге, поделилась своим опытом, поделилась некоторыми советами. И если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал, будет еще много интересных историй из путешествий. А также, если вы хотите увидеть классные фотографии, сделанные на подводный фотоаппарат, то мы ссылочку оставим в описании. Вы можете посмотреть фотографии Жанны и Рама по этой ссылке. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующем видео. Пока!